Здрасте, мои дорогие. Здрасте, моя дорогая. Добрый вечер, наш дорогой. Вы знаете, о чем мы сегодня говорим? Расскажите, поведайте. Мы сегодня говорим о том, что многие люди живут себе своей жизнью, но они несчастливы, потому что они все время оглядываются назад и пытаются то простить себя за что-то, то не могут себя за что-то простить. Кто-то говорит, зачем я этот аборт делала, зачем я ребенка в детский дом сдала, нахрен я вообще замуж за него выходила, зачем я развелась, зачем я пошел учиться, куда я учиться не хотел, зачем я послушал родителей, зачем я не послушал родителей, зачем я выбрал эту работу, зачем эта работа выбрала меня, а я хотел совсем другую. И итоговый вопрос, зачем я живу? Я слабо в роддоме спрашиваю. Все это? Да, так вот, друзья мои, как жить, не оглядываясь назад и не коря себя за то, что вы уже сделали. Как пишет Алла Пугачева, фарш невозможно провернуть назад. Но мы сегодня об этом поговорим. Мария? Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Татьяна зовут. Михаил. Мария. Это все? Да, вы знаете, я просто только сейчас дозвонилась. Услышала вас первый раз вообще в своей жизни случайно. И мне так интересно стало. И вот решила набрать. Тема достаточно интересная, правда. Не знаю, вот меня заинтересовало то, что на самом деле, если не оглядываться назад, как вы сказали, на все ошибки и все такое, негативные, неприятные для нас мысли, это же напрямую связано с тем, как мы живем завтра, в будущем. И это очень важно, потому что мы все хотим себе светлого будущего, там удачи, любви, здоровья, счастья. А у вас есть что-то, людей, куда вы оглядываетесь? Да, есть. Поделитесь? Ну, честно говоря, я бы не хотела вдаваться в подробности, но вот на сегодняшний день я вот скажу о себе. Вот мне 38 лет, у меня сыну 19 лет. И так получилось, что он вырос без отца, но не по моей вине. Но все равно я, наверное, была молодая, не сказать, что там прям ужасная мать, да, но я все равно как-то сейчас вот такой период, подростки, молодежь, они такие непонятные нам. Очень тяжело воспитывать, когда воспитывает еще социум, соцсети и все такое. И, может быть, я себя как-то оглядываюсь постоянно на то, что я чувствую, что есть какое-то недопонимание и что нужно было на воспитание обратить внимание. Спасибо. Ну вот о таких вещах, более, наверное, серьезных и тяжелых, я имел в виду, что мы поговорим. Что нам пишет Мария? От Людмилы сообщение. Полгода назад я разошлась с мужем после 13 лет брака. У меня 2 детей, папа на горизонте пропал, и мне до сих пор больно. Теперь я думаю, зачем я вообще пошла с ним гулять, когда познакомилась, зачем вела себя так или иначе, почему не сказала сразу, что меня не устраивает, и терпела это годами. Как направить свои мысли в нужное русло? Людмила. О, вот давайте мы на Людмиле застрянем ненадолго. Смотрите, какое дело. Во-первых, когда человек, не то что прямо живет, но время от времени это в нем всплывает. Вот эти вот, как сказать, катание вата, как говорит мой директор, в голове. Зачем, почему, как теперь жить с этим и так далее, то, конечно, он просто отравляет свою жизнь. Но он должен как-то ответить на эти вопросы, зачем и почему, для того, чтобы его отпустило. Я начну отвечать, у нас впереди еще много времени, и ответ будет продолжаться. Начну я вот с чего. Во-первых, надо взять на себя ответственность за свои поступки. Потому что очень часто мы сваливаем на других, впереди, конечно, всех отец с матерью, но и за ним семенят жены, мужья, родственники, начальники и другие люди. Вам надо сказать себе, что это я, это мое решение, и я тогда считал, что это будет правильно. Второе, надо понять, что тогда и сейчас это не совсем один и тот же человек,
потому что совершенно разные представления о жизни, и в этом смысле решения разные. Это еще Карл Маркс сказал, что бытие, Мари, определяет сознание. И во многом я с ним согласен. Звоночек? Звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер, я в эфире. А где же еще? Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Ирина. И я хочу задать такой вопрос. Есть ли шанс после того, что было со мной в детстве, начать нормальную жизнь и не оборачиваться на флешбеки, которые неожиданно всплывают в голове? Вот, допустим, я скоро тоже стараюсь, скоро стану мамой, и вот сравниваю себя со своей матерью и понимаю, как часто она была не права. И, в общем, вот эти яркие воспоминания мои, вот этих периодов несправедливости, или когда она очень жестоко с нами обращалась, и отец, и, в общем, а что они конкретно делали? В памяти. Что они делали? Например, когда отец пьяный приходил домой, мать заставляла меня его укладывать спать и говорила, в общем, заставляла его нянчить, вот так вот в переносном смысле этого слова, чтобы он лег спать и случайно не спалил квартиру, например. Понятно. Но я была ребенком, и я, конечно, да, мне это очень болезненно вспоминать, что я никогда не была под защитой в своей семье. Вот давайте прямо с этой истории начнем. Хотите? Хочу. Значит, во-первых, я отвечаю на ваш вопрос. Да, и можно, а главное, нужно жить своей жизнью, а не расплачиваться за свое голодное детство. Вот я на ваш вопрос отвечаю. По поводу этой ситуации. Что представляют собой ваши родители? Для вас это люди, которые вот так себя повели себя жестоко, повели себя не так, как ребенок вправе ожидать от отца с матерью и так далее. А что на самом деле? На самом деле у вашего отца психическая проблема, так как алкоголизм является психическим расстройством. У него так называемая химическая зависимость. Говоря по-русски, он неадекватный, больной человек. Вы скажете: хорошо, Михаил, а мать зачем так себя вела? Зачем она заставляла ребенка? А ваша мать созависимая? Вот когда в семье есть алкоголик или наркоман, то обычно врачи предлагают, или психологи, обоим ходить. Почему? Потому что мать же не развелась с ним, правильно? Да. Она, наоборот, еще вас привлекала к тому, чтобы он не палил квартиру. То есть мать тоже не совсем адекватная по причине созависимости. Это тоже психическая проблема. Да, пожалуйста. А в этой ситуации я не являюсь неблагодарной эгоисткой, которая все-таки она меня вырастила. Так или иначе. Нет, вы не можете быть или являться, или не являться. Вы что имеете в виду? Что вы не любите ее или что? Что вот я теперь так на нее имею право жаловаться, хотя все-таки она подняла нас на ноги. Вы в любом случае имеете право жаловаться, независимо от того, родила она вас или не родила, хотя бы если бы она не родила, вы бы не жаловались. Но как она родила, мы с вами сейчас разговариваем. Из-за этого матери благодарны, но это совершенно не умаляет то, что было. Но я могу сказать вот что. Они оба не совсем нормальные люди. Вот в чем проблема. Вы же, как ребенок, как бы не обязаны это понимать, да? Для вас это отец и мать. И ничего такого вроде бы, но внешне нормальные люди, да? Разговаривают, едят, спят, гуляют. А на самом деле, к сожалению, вот от постоянного употребления алкоголя там идут личностные изменения. То есть мозг у алкоголика отличается, говоря по-русски. Там другие реакции совсем. Там полностью нарушен контроль. Нет никакой ответственности ни за что. Там нет ни эмпатии. Там многие проблемы начинаются. А мать созависимая, она, живя с больным человеком... Тут недавно была такая интересная история. В интернете я прочитал, что ученые выяснили, что мыши страдают, когда страдают другие мыши. То есть там был такой эксперимент, где мышь посадили в клетку с более крупной мышью и как-то натравливали одну на другую, а другая смотрела из другой клетки. И когда большая мышь стала, обижать мелкую, то та, которая смотрела, у нее депрессия стала, развилась. Она есть перестала, с другими мышами перестала общаться. Такие признаки депрессии, как у человека. То есть она переживала, страдала из-за того, что плохо обращается с другой мышью. Большая обижает маленькую.
И из этого они сделали интересный вывод. Насколько депрессия может передаваться другим членам семьи, которые находятся рядом. Может. Хотя депрессия же это не воздушно-капельным путем, это же не ковид, правильно? Но когда вы живете в такой обстановке, то вы являетесь как бы тоже, получается, участником этого броуновского движения. Ребенок же не может сделать вид, что у него все нормально, когда у него все ненормально. Поэтому сейчас, вам сколько сейчас лет? 26. 26 лет, а вы об этом думаете. Я надеюсь, что вот мысль о том, что вы просто родились в семье не совсем адекватных людей, вас отпустит, как бы обида уйдет. Обидным, может быть, обида на то, что вы родились в этой семье. Но не в смысле отец или мать, они не нарочно это делали. Понимание матери... Думаете, да? А? Они не понимали, вы думаете? Это не вопрос отец понимания, нет. это вопрос неадекватного поведения. Они вообще ни хрена не понимали, если честно. Как алкоголик может понять, что он может понять? Вот же алкоголик. А мать, она что, не понимала? Что... Она созависимая. Она считала, что у нее семья, это отец. Какой бы он ни был, он отец. И вот эта фигня вся, которая в России очень распространена, а, к сожалению, многие эту мысль задвигают в семье. Что как же так, это же твой отец. Да, он вот, к сожалению, такой, но он твой, поэтому давай уложи его спать, мы его любим. Он завтра проснется, ему будет стыдно. И эта фигня с утра до ночи. У нас достаточно пьющая страна, если что. Добрый вечер, еще один звонок. Здрасте. Здрасте, алло, слышите? Да, хорошо, слышу. Здрасте, меня зовут Галина, я из города Сочи. Меня мучает один страшный вопрос. Кто знает, у нас в городе Сочи есть Светлановский виадук, мост. Страшный такой серьезный мост. Там периодически падают люди, самоубийцы. Я один раз была свидетелем... Не падают, выбрасываются как бы с моста. Но они не случайно падают, а Нет, они намеренно падают. Приходит на них какой-то эпизодический вариант, они подходят туда и стигнут. Один раз я шла, меня просто вот мучает, было 2 человека. Одного из них я спасла. Мужчина. Женщина залезла на мост, обхватила фонарь и собралась прыгать. На ней было лето, на ней была, знаете как, шелковая пеньюар и кольцо обручальное. Голая почти. Шли люди, вечер был. Шли туристы туда-сюда, я шла в магазин. Было 5 свидетелей. Среди них один мужчина, молодой парень. Я подхожу, 5 метров. Я вижу глазами, женщина сидит, обхватила фонарный столб и собирается сигать. Эти начинают ее уговаривать. Я подхожу уже ближе. Мужчина молодой, перед моими глазами, передо мной, делает движение нормальное для человека, хочет ее спасти. Я понимаю, если сейчас он ее начнет хватать за шелковую пижаму, она без пижамы и упадет. Смотрите, на ней шелковая пижама. Он ее хватает за шелк. Естественно, она сигает. И вопрос. 5 свидетелей. Остальные не в счет, они далеко не видят. А 5 свидетелей были рядом с ней. Прям вот так. Вот, они могли ее достать. Они в милиции, любой милиции, любой прокуратуры мира скажут, что это парень спровоцировал. Правда? Она не хотела вдруг. Хотя она была там. Я этому парню кричу, если ты сейчас до нее дотронешься, эти все подтвердят, и ты сядешь. Они все подтвердят. Потому что вдруг им показалось, что она не хотела этот момент падать. Надо сокращать наш художественный рассказ, так? Не, это правда. Этот парень... Я верю вам, но надо короче. И вот этот парень руку-то отдернул. Она при нас-то не упала, она потом упала, когда все ушли. Но она явно хотела, чтобы мы прямо ее остановили. Вы сказали, что вы одного спасли, а другого не спасли, и пока из рассказа я не понимаю. В чем ваш вопрос относительно темы, о чем вы сожалеете? Да. Вы о чем сожалеете? У нас тема такая. Вот как раз об этом сожалею. О чем об этом? Кого мне было спасти? Эту женщину сказать, чтобы она не прыгала, или этого мужчину, что не спас ее? Вы знаете, я думаю, что в этой ситуации вы вряд ли считаете, вам кажется, что могли повлиять. Вы говорите, вот она хотела, чтобы ее отговорили или спасли. Вы же ей в мозг не можете залезть.
Поэтому я не уверен, что вы вообще правильно понимаете, что произошло и что вы могли бы сделать. Но ваш рассказ напомнил мне историю из моей практики. Это тоже было много лет назад. Пришли муж с женой, и у них проблема, типа муж жену не любит. И хочет разводиться, и жена, значит, сначала пыталась плакать, и вдруг она встала, и посередине консультации вышла. Звонит мне муж на следующий день и приглашает на похороны жены. И говорят, что случилось? Говорит, мы пришли после встречи, встали на балконе покурить, и вдруг жена мне спрашивает в лоб. Говорит, что, ты меня любишь? Я даже, замешкался, не то что сразу ответил, а замолчал. И она спрыгнула с балкона. На похороны я не пошел. Друзья мои, мы не знаем, почему люди так или иначе себя ведут. Я еще вспомнил, что в Китае, по-моему, нельзя суицидников останавливать. Считается вмешательство в их карму и в личную жизнь. Может быть, это легенды, конечно, интернета, но я читал, что в Китае, если человек прыгает с моста, никто ему не мешает и разговор с ним не ведет. Может быть, это блеф, не знаю. Вы в прямом эфире, алло. Здрасте. Добрый вечер. Пожалуйста, ваше слово. Добрый вечер, Михаил, Мария. Очень рада, что я дозвонилась. Меня зовут Евгения. К предыдущему разговору хочу добавить от себя историю, что буквально недавно я прочитала книгу очень знаменитого психолога, и в связи с этим у меня возникали всякие флешбеки из детства, в том числе болезненные какие-то моменты. И постепенно я пришла к тому, что, несмотря на то, что как-то, возможно, родители жестоко обращались или что-то делали то, что мне не нравилось, я благодарна им за то, что они дали мне жизнь, за то, что они не отказались от меня. И внутри меня какое-то прям исцеление произошло. Я всем советую таким образом взглянуть на родителей. А как психолога-то зовут, чтобы они знали, что читать? Курпатов, исцели свое детство. Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Добрый день, пишет Наталья. Очень жалею, что из-за пандемии не сделала ЭКО, испугалась. Мне 37, детей нет, мужа нет. Вот этим отравляю себя жизнь, а мама себе и мне. Как не просыпаться с этой мыслью? Вы не сделали ЭКО по каким-то своим соображениям, во-первых. Друзья мои, давайте все-таки принимать на себя ответственность за свои решения и уважать их. А самое главное, Наталья, эта пандемия неизвестно, когда закончится. Вы можете сейчас сделать ЭКО, если захотите. В чем проблема-то? Вы не сделали, думали, что сейчас все нет, она продолжается, к сожалению. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Мария, Владимир. Вот у меня ситуация такая, двоюродный брат, тоже моего возраста, через десятилетие, как будто на него нахлынуло, перестал общаться с родителями. Объясню, в чем ситуация состоит. Но у него есть сестра, которая, в отличие от него, никогда не жила отдельно от родителей, а он после армии жил самостоятельной жизнью, ничего не просил у родителей, не рассчитывая ни на материальную помощь, как кто-то перепадало. Но когда у него появились дети, они как и он сам потом проанализировал детскую ситуацию, когда отправляли либо в пионерский лагерь, либо к каким-то бабушкам и дедушкам с той стороны, он был лишним ребенком. Вся любовь отдавалась его сестре. Но сестра закончила институт благодаря родителям, устроилась на престижную работу. Ей подарили сначала квартиру, без всяких мольб с ее стороны. Потом двухэтажный коттедж, и т.д. и т.п. И по истечении десятилетий, проанализировав данную ситуацию, в том числе по отношению к ее уже детям, а для них это внуки, которые тоже всегда были материально поддержаны дедушкой и бабушкой, его родителями. И в отношении себя, он нахлынул на него буквально через несколько лет. А к вам это какое отношение имеет? И он не общается вообще, игнорирует с ними общение. И он говорит, я жалею, что я с ними не общаюсь, но я не могу просто, сколько было упущено возможностей, конечно, я всегда рассчитывал, он говорит, на себя, но тем не менее, этот барьер у него, можно сказать, уже в зрелом возрасте, так он поступил со своими родителями, которых ищет с ним общение, но он игнорирует их просьбы.
Понятно. Спасибо, конечно, хотя не понятно, какое это имеет, Владимир, отношение к вам. Я просто вот и с ним все время беседую на эту тему. Вот, говорю, может быть, как бы все-таки родители. А вот он говорит, я просто... Ну, он бы хотя бы объяснил им, да, причину своего молчания. Или они в курсе? Нет, он им объяснял, но это как бы, знаете, через лучи через стекло проходят, они как будто его не слышат. Нет, это их уже дело, как они это поняли, но он должен прямо сказать, что я не хочу с вами общаться, потому что мне не нравится, что меня любили меньше, чем сестру, например. Ну, как есть, собственно, так и сказать. Это его право, это его дело. Друзья мои, давайте еще раз попробуем. Не такая она сложная тема, сколько тяжеловатая, конечно. Когда вы что-то сделали, дайте я вам помогу. Например, аборт. Ребенка сдали в детский дом. Пошли не туда учиться, выбрали не ту работу, выбрали для жизни не того человека. И сейчас вы об этом жалеете. Вот о чем идет речь. Светлана пишет, я жалею о том, что слишком рано вышла замуж. Мне тогда было 20, сейчас мне 35, мы с мужем 15 лет в браке, у нас 2 детей. Но мне все время кажется, что я могла бы достичь большего. А сейчас я живу в тени мужа. У мужа интересная высокооплачиваемая работа, а у меня дети, быт и посредственная работа, которая мне не нравится. Конечно, виновата в этом я, но я все время оглядываюсь назад и жалею. Вот я хочу прокомментировать. Мария, вы позволите? Это вот впрямую человек пишет о том, о чем, собственно, я хотел услышать. Но почему же какие-то упущенные возможности? Вам 35 лет, причем здесь тень мужа, причем здесь ваши дети. Если вы 15 лет в браке, детям точно больше 1 года, я надеюсь. Вы можете прямо сейчас начать делать все, что вы хотите. Вы можете сказать мужу, если у вас нормальные отношения, что вы тоже человек, и вы хотите себя реализовать не только как мать и жена. Звоночек возьмем. Добрый вечер. Здрасте. Я даже немножко растерялась. Добрый вечер. Алло. Алло. Говорите погромче, Здравствуйте. пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я на связи? Да. Да. Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Вот. Касательно... Да, сейчас соберусь. Пожалуйста, не волнуйтесь. Ну, извините, немножко заволновался. Смотрите, сейчас такая ситуация у меня в жизни. Немного... Какая ситуация? Такая, немного в подвешенном состоянии. Касаемо работы, например. Когда я только устроился туда, мне, скажем так... Что? Ну, скажем так, я устроился по профессии. Вы хотели туда устроиться? Да, я хотел туда устроиться. А что у вас за работа? Спустя год, в связи с ситуацией, то, что сейчас устроились новые сотрудники, и появилось довольно-таки, ну, я бы сказал, неприятное отношение, то, что кто-то вот именно ведет себя, ну, в плане того, что, типа, там очень плохо относится к своим трудовым обязанностям. А что у вас за профессия и кем вы работаете? Я до недавнего времени работал поваром. Так. Вот. То есть вы уже покинули эту работу? Вы уже ушли с этой работы? Ну, скажем так, сейчас у меня на данный момент должность продлена, но мне бы хотелось что-то поменять в своей жизни. А вы как-то зависите от того, что другие плохо относятся к своей профессии? Это как-то к вам имеет отношение? Вот смотрите, ситуация как раз-таки заключается в чем. Я, когда устраивался туда, у меня был, ну, то есть я за то, чтобы на работе был постоянный коллектив, а не то, чтобы на работе была текучка. Так. Вот. И я как-то приверженец этой позиции, потому что мне никогда не нравилось, когда люди, допустим, что-то не сделав, уходили и говорили, все, я типа пошел домой. И я постоянно, вот когда, допустим, вот некоторых людей так вижу, я типа говорю, нет, братан, так не пойдет, иди сюда. Почему я, допустим, должен делать за всех всю работу? А вы что, шеф-повар? Ну, скажем так, была шутеечка со стороны
так сказать, нет, я не шеф, но было такое небольшое предложение, то ли в шутку, то ли нет. Вот. Слушайте, это я все понимаю, я прошу прощения, что вас перебил. Я думаю, в этой ситуации вам поможет, если вы начнете отвечать только за себя. Вот если вы были бы владельцем ресторана, директором или шеф-поваром, ну тогда да, вы сказали бы, меня не устраивает такая работа, при котором текучка. Но вы, когда сами хорошо относитесь к своей работе, то вот этот личный пример, это самое главное, что вы можете дать. То, что другие работают так, как они работают, я так понимаю, имеет для вас только одну проблему. У вас все время коллектив обновляется, а вы за то, чтобы коллектив был стабильный. Я думаю, есть смысл найти другое место, где другие люди и руководство набирают таких людей, которые никуда не текут. Успехов вам. Вот, пожалуйста, читаю. Яна из Питера. Жалею о том, что так и не родила. Сейчас мне 51. Каждый день жалею об этом, каждый день. Хочу ребенка взять из детского дома, но сомневаюсь в связи с возможной плохой наследственностью. Я замужем, мужу взрослая дочь. Вот смотрите, Яна, что происходит. Что сейчас жалею, что так и не родила? Вы потому и не родили, что и тогда, видимо, тоже сомневались. Я не могу вам никак помочь. Наследственность бывает плохая. Притом она бывает как физически плохая, так и психически. И это правда, что в детских домах много детей. Ну, понятно, что, как правило, в здоровой семье вряд ли кто-нибудь выбросит ребенка или сдаст в детский дом. Так что можно предположить, что там могут быть проблемы. И вот если вы хотите быть матерью, вам надо еще 10 раз себя спросить, а вы действительно хотите быть матерью? Так можно ведь и собачку взять с хорошей наследственностью. Потому что мать, которая, так сказать, стопроцентная мать, она же готова к тому, что и наследственность будет не очень, и что дети будут больны и так далее. Поэтому вы можете, ну, хотя бы прийти в любой там дом ребенка и начать разговор о том, врачи же знают, какая и наследственность, и какие болезни у детей, что вы этого боитесь, и нормально поговорить, на что вы как бы способны, что вы можете, что вы не брали на себя больше, чем можете унести, и тем более самое страшное, чтобы не было потом желания сдать ребенка обратно. Такие случаи тоже бывают. Поэтому я вам желаю успехов. И подумайте, вот, на что вы действительно можете пойти. Вот не надо, так сказать, прыгать выше своей головы в этой ситуации. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Говорите, я в эфире? Конечно. Меня зовут Елена. Дело в том, что такая ситуация, значит, у меня полгода как умерли родители. Так. И о чем вы жалеете или вспоминаете? Лена? Да. Так, сначала мама, потом папа. От чего они умерли? От ковида. Дело в том, что мы с сестрой были. Так, мы с сестрой тоже были в больнице и даже не могли похоронить их. И вот. Когда разбираю все, я только... Так, сейчас минутку. Ничего. Так. Дело в том, что когда вот это вот разбирали всю квартиру, и я только поняла, насколько необходима была им наша помощь. Да. Потому что, они жили отдельно, мы в данном, тут же рядом, вы с они жили нормально с отцом отдельно, и, вот всегда говорила, что мы сами. А сколько лет было вашим родителям? Сколько? Отцу... Сколько лет родителям было?
А, 86 и 90. Пожилые люди такие Да, были, да? ну, как бы постоянно на связи, постоянно все, но как бы вот, ну, они всегда вдвоем, и как бы, ну, как-то вот у них своя, как бы вот, любовь и все такое. Это, конечно, здорово. И они, кстати, я думаю, это хорошо, что они сами справлялись, потому что если бы вы их начали опекать, они бы быстрее постарели просто. Это очень полезно для стариков, что они ладно, сами... это одно, но дело в том, что я сейчас, конечно, понимаю, что так, я просто отправила их, когда они заболели, ну, в общем, в больницу. Ну, конечно. А и что? Вот. И дело в том, что и мама, и папа, ну, как бы... Сейчас. Ну, без нас все это было. Я еще раз говорю, что мы даже не могли проститься, потому что, ну, как-то, мы были в больнице, в инфекции лежали. Ну, вы знаете, хорошо, когда люди живы, и у них есть дети, как вы с сестрой. А когда людей уже нету, я думаю, все равно, что вы не смогли проститься. Вы можете сейчас ходить на кладбище. А самое важное... Да, что... это все понятно, но я просто думаю, даже если бы вот как я оставила их дома, я бы все равно, наверное, была виновата. Если вы оставили их дома, было бы гораздо хуже. Я как человек, который 2 раза болел ковидом, лежал в больнице. Уезжать, и как бы... Что вы говорите? Мама не хотела в больницу ложиться, говорит, я лучше дома умру. Я вот думаю, может быть... Ну, какое-то время, может быть, им даже продлили жизнь, потому что вот я сам лежал с ковидом в больнице, и там реально лечат. То есть я не просто лежал изолированный от общества, а я могу сказать, что в этом есть, конечно, огромный смысл, потому что всякие уколы в живот для разжижения крови. Но у вас очень пожилые родители, поэтому они ковид не перенесли. Вот кроме ковида, конечно, еще возраст. И сколько бы ни было родителям лет, дети, конечно, никогда не могут привыкнуть к смерти родителей, но вот так. Что тут скажешь? Что нам пишут? Слушатель пишет, очень жалею о том, что в 19 лет отклонил прямой вызов в Канаду, когда была возможность. Сейчас мне 30, я 10 лет уже работаю инженером в руинах российской космонавтики за мизерную зарплату. Больше 5 лет я вынашиваю идею о миграции, и сейчас, решив пройти иммиграционный процесс, я столкнулся с тем, что мой миграционный профиль на данный момент очень слабый, и шансов крайне мало. Я пытаюсь найти свое окно, но ощущение, что я упустил свой шанс, меня не покидает. У меня семья, идея миграции в моей семье вообще живет поколениями, как себе, собственно говоря, не грызть за то, что ты якобы уже упустил. Ой, это очень легко, потому что вы и сейчас колеблетесь. 10 лет. Одно дело, когда вы в 19 лет этого не сделали, окей. Кстати, если вы где-то сделали 19 лет, у вас была бы, наверное, другая семья. Вряд ли вы 18 женились. Вы должны еще спросить себя, доволен ли я тем, что вот у меня такая семья, а она такая, потому что я не уехал в 19. И второе, если вы в течение 10 лет об этом думаете, то понятно, почему в 19 это решение не приняли. Друзья мои, давайте еще раз попробуем. Вот как быть в такой ситуации? Человеку 30 лет, у него падают с возрастом шансы на иммиграцию конкретно в Канаду. И он жалеет о том, что, может быть, никогда туда не уедет, потому что возраст. А в 19 бы уехал. Что в этой ситуации нужно сделать, чтобы прекратить об этом страдать? Нужно спросить себя, почему в 19 этого не сделал. И вы вспомните, что у вас была реальная причина, и вы этого не сделали по конкретной причине. Еще раз, надо принять на себя ответственность за свои решения и уважать свой выбор. Как говорится, фарш, конечно, невозможно повернуть назад, но я хочу обратиться к тем людям, которые сейчас могут сделать глупость, чтобы потом об этом не жалеть. И дело в том, что неправильно принимать решения на основании страха. И великий русский советский писатель Михаил Михайлович Зощенко написал по этому поводу не менее великий рассказ. Когда он писал, он, конечно, выглядел как патриотический рассказ, а сейчас, конечно, это великий сюр и стёб. Итак, мужчина, я его читал 40 лет назад, поэтому могу путать детали. Мужчина играл на треугольнике в оркестре. Это была Великая Отечественная война. И немцы стояли под Москвой.
И он решил эвакуироваться, потому что боялся, что немцы захватят Москву. Он купил билет на поезд и уехал из Москвы. По дороге поезд разбомбили, и он умер. А немцы Москву не взяли. Это я рассказываю, Изощенко рассказывал к тому, что не надо принимать решения из-за страхов. А если вы когда-то это уже сделали и сейчас об этом жалеете, просто больше так не делайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Полина. У меня такая история. Я когда-то очень хотела поступить в институт, очень о нем мечтала, но так сложились обстоятельства, что с первого раза не поступила. И, сделала выбор поступить в другой институт, не такой, в общем, просто не в тот, о котором я мечтала. И я потом очень жалела. Я страшно жалела. Мне сны постоянно снились, лет 10, наверное, или даже больше. Я успела родить детей, я все еще жалела и думала об этом. И потом, 3 года назад, я подумала, в конце концов, значит, тебе так надо, перепоступи туда вот сейчас уже. И мне попался в этот момент под руку институт другой, который внутренне для меня был, как-то не хуже. Я почувствовала, что если я сюда поступлю, то для меня это станет достойной заменой. И я поступила. Так. И я даже, в общем-то, на самом деле, там до конца не доучилась, я просто отучилась столько, сколько я поняла, что мне прям достаточно, столько, сколько нужно сейчас, что у меня уже и профессия есть, и все. И я подумала сейчас, когда я вас слушала, что, возможно, если ты задаешь себе вопрос, не просто так жалеешь в холостую, а, может быть, можешь задать себе вопрос, но если ты жалеешь о чем-то, то что ты можешь с этим сделать, с этой жалостью? Может быть, тогда это может куда-то продвинуть в какую-то правильную сторону. Золотые ваши слова. Спасибо, во-первых, большое. Во-вторых, не все можно, как в случае с фаршем, назад провернуть. И я поэтому... Да, если вы, конечно, можете получить некую сатисфакцию, и как вы поступить, куда вы хотите и так далее. Даже, например, брать разговор про высшее образование. Очень многие девушки мечтали быть актрисами и жалеют, что работают в бухгалтерии. Но актрис не берут. По-моему, до 27 лет вообще можно поступать на актерский факультет. Даже есть у нас такое сообщение. Хотела поступить на актерский, но папа отговорил, а сейчас жалею, потому что мне кажется, что моя жизнь могла бы быть интереснее. А вы можете я прямо могла сейчас, бы быть интереснее. конечно, начать другую жизнь, записавшись в любую театральную студию. Это Светлана пишет. Светлана, вы можете прямо сейчас найти рядом с вами любую театральную студию, записаться и начать там свою новую жизнь, пожалуйста. Кстати, многие выдающиеся люди оттуда пришли. Например, Алан Быков. Это самое, господи, забыл. Женщина, актриса. И Савина. Тоже по МГУ играла. В смысле, в театре МГУ. А сколько этих людей из КВН стали актерами? Не с тем числа. Ну что, звоночек? Да. Ой-ой-ой-ой, прошу прощения. Поговорили. Вы знаете, Михаил, много у нас экзистенциальных таких сообщений. Я бы даже их объединила. Слушатели, которые не успели попрощаться со своими родственниками, хотя такая возможность была, например, слушательница, которая пишет, что не приехала к бабушке, не приехала к дедушке, и, в общем, они умерли, а теперь жалеет, потому что возможность была. Смотрите, какая ситуация насчет попрощаться или не попрощаться. Людям нужно внимание, пока они живы. Когда они уже умерли, им все равно, попрощались вы с ними, не попрощались, ходили вы на похороны, не ходили. Но пока они живы, вы можете спросить себя, многие же рвут на голове волосы, что там не додали что-то. Если вы не додали что-то, у вас на это тоже была причина. А сейчас были такие отношения с родителями, холодные, скажем так, обида была. Вы, если начнете вспоминать, почему вы сейчас так страдаете и оглядываетесь назад, вы поймете, что тогда, когда это произошло, то, из-за чего вы сейчас страдаете, я всю передачу пытаюсь, вас к этому подвести. У вас была причина. Не игнорируйте ее. Это были тоже вы с другой головой, с другой мотивацией и с другой причиной. Просто примите это как факт.
Ну что, мы успеем быстренько? Не успеем Давайте, зачитать дайте сообщение почитаем, от да. Владимира. Много лет назад помог брату большой суммой денег, а брат не отдает. Все время какие-то отмазки. Хотел помочь, а вот теперь прямо жалею, пишет Владимир. Что можно сказать Владимиру? Владимир, на будущее не хотите, во-первых, не давайте. Не давайте из серии чувства вины, он же мой брат. И не давайте, если вы хотите получить обратно. Правильно давать деньги так столько, чтобы как бы вы с ними попрощались, скажем так. Вот та сумма, которую вы готовы, что вам не вернут, вот ее давайте, а больше не надо. Ну что, друзья мои, до свидания, до следующего вторника. Интересно, у нас сегодня тяжелый эфир оказался, да. Непростой это. На Мари прям лица нет. 17 секунд у нас осталось, доктор, для того, чтобы поднять лицо этого эфира. В общем, шире плечи, выше грудь, друзья мои, все будет хорошо.